Приветствую всех, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодня мы с вами сделаем общий расклад Таро на любовь и отношения. С загаданным мужчиной. Мужчины могут со своей стороны смотреть, женщины со своей. Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию в отношениях. И начнем расклад с того, что посмотрим... Давайте посмотрим, ну что за ситуация у вас, да? Что за ситуация в отношениях? Чтобы понимать, кто пришел на расклад, это ваш расклад или, может, это не ваш расклад, да? Что там за ситуация такая у вас? Думаю, по 5 карт будет достаточно. Уверен, что вы готовы услышать советы, подсказки, инсайты. Начнем. Ну, давайте смотреть. Первая карта. Каждый отстаивает свои права, свои планы. То есть, что у вас за ситуация? Вы как будто бы, знаете, как, может быть, где-то плывете в одной лодке, с одной стороны, да, в этих отношениях, вроде бы и вместе, но вынуждены отбиваться постоянно и, как будто бы отстаивать что-то, да, в ваши отношения, в ваши интересы вторгаются посторонние люди, вот так вот. И вроде бы как и люди, может быть-то, и не самые там плохие вокруг вас, да, но тем не менее границы ваших отношений постоянно нарушаются, да. Так, смотрите, вы ведете какую-то непримиримую борьбу, она вам дает какой-то опыт отшельника, да, дает даже, может быть, какие-то паузы в отношениях, но вы ведете непримиримую борьбу либо со своим партнером, либо с людьми, которые реально вторгаются в ваши отношения. Вам эту борьбу лучше закончить каким-то образом. В принципе, она, с одной стороны, она вам несет какую-то угрозу серьезную, эта борьба, да, то есть это ситуация в отношениях. А с другой стороны, вы вынуждены это делать, да, и как бы забирает эта борьба так много сил, что, лучше на нее не тратить силы. Но пока так выглядит со стороны. Так, смотрите, здесь большую роль или весомую роль на отношения влияют родственники, особенно папа, родитель, отец, мужчина. То есть есть некий мужчина, который, может быть, мешает, может мешать, может, но, может быть, и каким-то образом помогает. Может быть такое, вот, например, да, как пример. Отец вроде бы на стороне сына, но женщина при этом невеста, да, или любовница, да, страдает. То есть женщина страдает. То есть, по сути... Позиция родителей, она такова в этих отношениях, что она как помогает, поощряет, благословляет мужчину, давайте так назовем. Тройка жезлов. Смотрите, женщина здесь как минимум надеется на продолжение отношений. И, ждет чего-то. Может быть, и оба надеются, да, вот такое вот. Могут ли здесь родственники быть против этих отношений? Может быть, кто-то из родственников, особенно мужская линия, тот, кто с бородой, да, или тот, кто старше. Например, там бабушка, да, но без бороды. И третье. Значит, смотрите, здесь паш жезлов и вот эта тройка жезлов, они говорят о том, что как минимум женщина здесь пытается наладить связь, пытается что-то понять, прилагает какие-то усилия в отношениях по отношению к мужчине. То есть женщина постоянно как бы тратит энергию на то, чтобы идти вперед и давать как бы шанс партнеру, мужчине. То есть мужчина здесь немножко такой более ведомый, а женщина здесь... более активная, да. Много огня здесь и много воздуха. Нету земли, мало ресурсов и нету чаш. Непонятные чувства, есть они или нет.
Давайте посмотрим, кто конкретно вторгается в вашу, как личную жизнь, но в плане вот этих вот отношений, да? Кто конкретно выстраивает барьер в отношениях? А тот, кто имеет больше денег, авторитетный мужчина, скорее всего, или, если это женщина, то она вообще очень авторитетная, да, прям все деньги у нее. Давайте так. Скорее всего, вашим отношениям вредит мужчина, у которого есть авторитет и деньги, да, вот так. С чем вам надо смириться в этих отношениях? Вот что нужно принять как неизбежное, да? Давайте вот это вот проверим. Вам нужно просто принять эту ситуацию. Здесь тройка кубков. Что такое тройка кубков? Это как треугольник, но здесь как будто бы не соперник-соперница, да? А вот окружение здесь будет иметь в этих отношениях всегда, весомую роль, да, вот так. То есть, это окружение нужно принять. Вы его, например, да, там, дедушку не вычеркните из этих отношений, или бабушку, или маму, или папу, да, или брата, или сестру, вот так. То есть, треугольник в плане родственников здесь он неизбежен. Хорошо. Как настраивают его, мужчину, по отношению к вам его родители? Давайте посмотрим. Сегодня такой родительский расклад больше. Да? Знаете, карта и неплохая, но с другой стороны, я-то вижу здесь пугало. И вот первое, что мне идет, они вами его пугают. То есть, по сути, они настраивают его против вас путем того, что, по сути, как будто бы вы здесь это пугало, понимаете? То есть, его родители говорят, что вы можете стать источником серьезной проблемы как таковой, да, и он не сможет, добиться какой-то своей цели. Например, к примеру, отношения не равнозначные по деньгам или по возрасту, да, и они, например, говорят, куда ты моложе, или куда ты беднее, да, вот так, или куда ты из этой страны, а она из этой, ты из этого общества, да, а она из этого общества, то есть, вот в таком стиле. Хорошо, давайте сразу спросим, стоит ли вам надеяться на какие-то перспективы в этих отношениях, ловить звезду, да? Да, ловить звезду вам стоит, как минимум, это может быть выигрышно для вас, выгодно, и эти отношения могут стать для вас джекпотом, сам мужчина может быть джекпотом. То есть, да. Карты говорят да. Смотрите по ситуации, по своей. Я отвечаю на вопросы из расклада. Да? Хорошо. Принцесса жезлов. Чего ожидать от него в ближайшее время? Какой информации или какую идею, да, он может подать? Он выйдет, если он выйдет на связь, скорее всего, с вами. Да, тут такие карты, что он будет как-то проявляться. Он заявит о своей позиции, его позиция будет достаточно твердая, непоколебимая, и он будет со своей позиции, да, заявлять об этом, из позиции денег, финансовых интересов. Тут 9 монет, 9 огня, 6 пентаклей, император, это все больше о деньгах. То есть он будет говорить в своих интересах, об интересах финансовых и о интересах, может быть, даже семьи. И опять смотрите, здесь мужское влияние достаточно сильное. Может быть, он например, родителям что-то пообещал, отцу пообещал, или хочет казаться сильным мужчиной, например. Да, особенно если о мужчине речь. Хорошо. Стоит ли вам лично, как тому, кто пришел погадать, принимать от него какое-то предложение? Или помощь. То есть мы проверяем вот эту карту,
А тут вы уже смотрите, это помощь для вас, ну и в вашей ситуации, или это предложение какое-то. Да, это вам выгодно. Здесь паж пентаклей. Да, это просто вот выгодно, и да, это полезно. Хорошо. А какую пользу вам даст эта помощь? Ну, она даст вам возможность быть решительнее и ускорит какой-то процесс. Какие у него планы на будущее по отношению к вам? Ну и с вами, да, вот так. Ну, он будет действовать, и он будет пытаться вас понять. Но он будет действовать жестко и опять-таки в своих интересах. На какой подарок от него можно рассчитывать? Смотрите, он в ближайшее время будет активно действовать. Здесь очень много движения. Если у вас был какой-то застой в отношениях, то вот очень скоро завертится и закрутится все, да. Он возьмет ответственность на себя, он станет более ответственным и, ну вот, он станет более активным. То есть вы его увидите более грубым, более жестким, более мужественным и более таким, знаете, ну, агрессивным, давайте это. Тут больше об агрессии идет. Хорошо. Это ваш мужчина по судьбе или нет? Ну, сейчас настройтесь на своего императора. Ваш ли это мужчина? Карты говорят, что нет. Но здесь зависит многое от того, как у него и как у вас закрыты прошлые гештальты, то есть разорванные связи с прошлым, да, вот. Ну, эта карта как бы она в будущем лежит, но она граничит с прошлым. Поэтому пока нет или просто нет. Тройка мечей, но это разрыв, поэтому, ну, давайте так. Это гипотетически ваш человек, да, ваш мужчина, поэтому здесь, может быть, зависит от обстоятельств, от понимания. Очень много мечей, и, видите, мечи идут практически во второй карте, да, они как бы задают ритм. У меня такое ощущение, что здесь мужчина вот изначально был какой-то слабый, а потом вот он прямо вот как будто бы он преобразится в что-то очень жесткое. И тут уже вопрос вашей какой-то адаптации, да, и вот в этой адаптации, насколько вы сможете понимать свою зону дискомфорта и свою выгоду. Вот так вот. Хорошо. Ну, чем будут выгодны для вас эти отношения? Или могут быть выгодны? Ну, вы сохраните любовь, да, то есть и сохраните чувства, и сохраните рядом с собой человека, который может за вами ухаживать и заботиться. Ну, а возможно, это действительно и вам нужно заботиться о ком-то. И вот это, возможно, вам нужно заботиться о ком-то, возможно, вам стоит об этом хорошо подумать, потому что здесь прям мысли, да. А стоит ли вам о ком-то заботиться на самом деле? Или это у вас какой-то паттерн, ну, по мужской родовой программе, да, по линии отца, например. Или по линии сына. Потому что мужских карт много. Хорошо, за что он на вас злится? Что такого вы ему сделали плохого? Как видят это карты Таро? Ну, если вы ничего не сделали плохого, ничего страшного, да, но может тогда не совпадать. Но смотрите, ну, может быть и он вас обманул, но он считает, что где-то кто-то кому-то говорил неправду. Или вы схитрили, ну, по его мнению вашего партнера, схитрили, либо обманули, да, нечестно повели себя. Ну, может, например, в прошлых отношениях что-то всплыло. Да? Что он думает о вас прямо сейчас? Его мысли о вас сейчас, в эту минуту. Он думает о вас, что вы им манипулируете, ну и если ваш мужчина особенно склонен к тому, что, ну, он верит там в эзотерику, магию, мистику, колдовство, он думает, что вы его там колдовали, да, намагичили. А что он будет предпринимать, вот как он будет действовать, да, его активность.
Он будет нагнетать, сгущать краски, нагнетать ситуацию, создавать проблемы, пугать, то есть, будет саботировать. Давайте вот так. Вот саботировать вот сюда больше всего подходит. Хорошо. Вам уйти или остаться в этой ситуации? Вам сопротивляться, вам не уходить, вам выдерживать пока. Давайте вот напрямую спросим у высших сил, а за что вам вот эта вот ситуация, где вас реально здесь булят? Булят. За что так? Почему так? Потому что любовь – это ваше чувство. Вот вы любите этого человека, и пока готовы ради этих чувств, ради этой любви идти на вот этот буллинг. Хорошо, а теперь смотрите, барабанная дробь, вы сейчас настройтесь на себя. И я спрошу, а не обманываете ли вы таким образом себя? Не обманываете ли вы себя? Да нет. Слышите? Да нет, хотел сказать. Нет. Это весы, поэтому я скажу, здесь справедливость какая-то. Вам надо что-то прожить в этой ситуации. Может быть, стать сильнее, да, накачать физическую силу, мышцы накачать. Может быть, проработать какую-то хитрость свою. Нет, вы себя не обманываете. То есть, смотрите, карты говорят. Что они говорят? Они говорят, что вы знаете, что вы делаете. И когда вам голос говорит, выходи из этих отношений, или ты запуталась, вы говорите так, молчи, дура, я сама знаю, что я делаю. Вот так. Немножко юмора, да, где-то такая вот у меня из потока идет почему-то это. Хорошо. Магичит ли на вас загаданный мужчина? Именно о мужчине речь идет. Карта мира, она говорит о связях. В принципе, карта говорит «да». Но эта карта не прямой магический, не говорит о прямой магической силе. Я скажу «да», но тут уже, знаете, как лучше проверять индивидуально. Возможно, скорее всего, да. Хорошо. Тогда давайте спросим, а есть ли здесь соперница, которая именно оперирует, черной магией, как инструментом влияния на ваши отношения? Есть ли черная магия? Вот так спросим. Здесь паж мечей, тоже возможно. Видите, и они ж да и возможно. То есть это паж мечей, это шпион. Это человек, заинтересованный в какой-то информации или в каких-то действиях, да, в чем-то своем. Возможно, тоже стоит проверять индивидуально на личных диагностиках. Хорошо. Хватит ли у вас сил противостоять этой ситуации? А вы вынуждены. Тут вопрос даже не в том, хватит у вас сил, не хватит. Это кармический узел, который вы вынуждены прожить. Но я вам так скажу, легко не будет, будет жестко, будет затратно, будет долго и будет с очень серьезным опытом. Да, то есть вы, если выйдете из этих отношений или останетесь с них, то вы получите какой-то колоссальный опыт в этих отношениях. Любит ли вас загаданный человек? Здесь какой-то компромисс. Это родственные души, как минимум. Я скажу и да, и нет. И в этом есть и любовь, и ненависть одновременно. То есть это искусство соединения, искусство компромисса. И, возможно, искусством компромисса является тот ключик, который будет где-то здесь помогать вам находить точки соприкосновения с партнером. Хорошо. Возможен ли брак? Брачный союз. Карты говорят да, и тут, знаете, как брак по расчету даже возможен. Если у вас действительно такая ситуация, вам выгодны эти отношения, стоит побороться тогда, да. Хорошо. Что с ним происходит, когда вы не вместе, на дистанции? Что с ним происходит?
Он пускается в какие-то авантюры, делает какие-то глупости и ведет себя как, как психически нездоровый человек. То есть он отрывается. Ревнует ли он вас? Он вас ревнует или нет? И следит ли он за вами? Вот так тоже можно посмотреть. Да, скорее всего, следит, и он это поручает кому-то из членов семьи, возможно, даже ребенку. Ну, если таковой есть. Если это не ребенок, то это кто-то из родственников. Да? Хорошо. Признак того, что вы прошли эти кармические отношения и развязали кармический узел. Пока мы не можем знать этих признаков, да, только интуитивно можете почувствовать сердцем, душой. Давайте так. Признаком того, что вы развязали кармический узел, будет столкновение с какими-то высшими силами, высшими знаниями, может быть, с магией, может быть, светлой, черной. И вот после этого будут обстоятельства. Что вам делать в этих отношениях? Чего не делать? И сакраментальное, будете ли вы вместе? Что делать в этих отношениях? Я бы так сказал. Вам нужно проанализировать прошлое отношение. Найти там проблемы и постарать, ошибки точнее, да, найти в прошлых отношениях ошибки и постараться не допускать их. Что не делать? Так, здесь вам нельзя, смотрите, в коротком раскладе у меня выпадала эта карта, да, вот недавно. Может быть, вы по этому раскладу и нашли этот расклад по короткому. Вам нельзя связываться с дьяволом. Вам нельзя усиливать зависимость, созависимость. Может быть, если вы собираетесь колдовать по-черному, вам нельзя по-черному. То есть вам с темными силами не надо связываться. Не связывайтесь с темными силами и не становитесь зависимой, особенно женщиной, еще сильнее. Будете ли вы вместе? Все зависит от того, какие цели преследуете вы в этих отношениях и какие цели преследует в этих отношениях ваш партнер. Если эти цели будут у вас совпадать, то, скорее всего, в какой-то определенной точке вы можете сойтись и получить вот эту вот карту как результат ваших ожиданий, особенно если эти отношения вам вигідні. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку, почуємось і до зустрічі, па-па.